Продолжаем заниматься лодкой ОП-1. В предыдущем ролике мы открутили с нее ветровое стекло, открутили швартовые утки. Также внутри мы все там разобрали, убрали, все, что нам мешало для того, чтобы перевернуть лодку. И вот в конце концов мы ее перевернули. Для чего? А правильно, друзья, для того, чтобы в этом ролике уже покрасить, полностью покрасить дно лодки. Но предварительно необходимо убрать этот битум, который является герметиком для тех заклепок, которые вы сейчас видите. Итак, убираем битум, грунтуем и красим дно лодки. Так что это ролик про то, как покрасить дно лодки на канале Юрганов Лайф, а с вами в студии Иван. Итак, погнали. А убирать мы будем его обычным бензином, потому что бензин битум растворяет. Нанесли на тряпочку и теперь смываем. Смывается он легко, удаляется. Поэтому вот так и будем каждую заклепочку оттирать от битума. А после этого уже будем подготавливать к покраске. Притом сразу скажу вам, что в одном месте у нас нету заклепки. Вот здесь она как раз отсутствует. Рядом есть. И здесь рядом есть. А здесь ее вырвало. Поэтому, друзья, будем клепать заклепочку на это место. А потом грунтовать и красить лодку ОП-1. Лодку отмыли, от битума делали мы эту всю процедуру на улице, дабы не надышаться парами едкого, вонючего бензина. Но тем не менее, все мы победили. Тряпочки, которые у нас остались, мы вон сожгли, так красиво они горели. Там у нас безопасное место, можно это все делать. В общем, следующий наш этап, это мы на улице пока оставляем, чтобы проветривалась лодка и в гараже не воняло бензином. А дальше что? Дальше будем клепать, загонять и потом подготавливать к грунтованию. То, что мы отмыли, теперь видите, да? А, скажем так, заводские заклепки вот здесь, а здесь уже самодельные. А бы как сделано, ну, может, чуть-чуть додержало. Идем дальше и смотрим, а вот здесь вырвало, про которую я и говорил, которую будем клепать. Ну и эти две переклепаем обязательно. А если посмотреть сюда, то здесь на киле уже не заклепка, а похоже болт, потому что он проржавел. Дальше здесь срезала заклепочку. Тоже будем знать, что надо переклепать. Ну вот, как убираешь битум, так сразу видно, какие косяки есть на лодке. Все надо это исправлять. Да, кстати, придется еще убрать номер, потом новый закажем и заклеим, а это будем убирать феном. Вручную это не получается, потому что красить дно будем именно вот по эту, скажем так, линию. Отмечаем заклепки, которые будем высверливать. Сточили шляпки и сейчас будем керном выбивать их.
Необходимо демонтировать старую сливную пробку. Она не рабочая. Заказчик уже купил новую, ее будем устанавливать, поэтому сейчас эти болты, винты стачиваем, убираем пробку и будем клепать киль и устанавливать пробку, именно вот эту. Это только что мы сточили стальную заклепку, не заклепку, а болт, который протекал. И таким же образом сейчас здесь сточим, потому что не выклепывается, не откручивается, поэтому стачиваем. А вот эта сливная пробка, которая стояла вот здесь на лодке, вся она заржавела, металлические части, а алюминиевые окислились. Резинка здесь задубела. Ну, в общем, никак не работала, поэтому правильно приняли решение это поменять на вот такую модернизированную, новую. А сейчас будем клепать заклепки. И вот такие длинные нам пригодятся. И дальше пригодятся вот такие коротенькие. То есть все зависит от длины склепываемого пакета, от толщины. Так, молоток будем использовать клепальный КМП. Вот такой 33 из семейства 30-х, потому что они бывают разные. 31, 32, 33. В общем, такой нам будет молоток в помощь. Это вы сейчас увидите. В дальнейшем длинные заклепки нам потребуются именно здесь, потому что толщина пакета большая. Ну, мы отрежем лишнее и будем клепать. Так, еще что потребуется: сам молоток и герметик. Предварительно герметиком, вот обычный автомобильный шелковый герметик, пистолет также ручной. Нанесем сюда герметик между вот этими пакетами, а в отверстие, где будут сами клепки, также нанесем, чтобы не было течи. И так каждую клепочку будем промазывать и клепать, промазывать и клепать. Про молоток я вам сказал, и обжимка тоже либо вот такая полукруглая, нет, будем прямой клепать. Приступаем прямо сейчас.
Герметик засох, лодку уже закатили в покрасочную камеру. И теперь будем обклеивать, затем грунтовать эпоксидным грунтом и наносить уже краску, специальную краску для этой лодки. Смешали ингредиенты и теперь размешиваем и смотрим, что получится. А должен получиться песочный цвет. И вот свершилось, покрасили лодку ОП-1 в цвет дно лодки. Дно, как и хотели, должно быть глянцевое, она так и блестит. Видны все косяки, которые, но это не важно, рыбе это не страшно, реке тем более. Хозяин в любом случае уже приезжал доволен. Ну, почему он приезжал? Он смотрел, какой получился цвет, которого он заказал. Потому что цвет все-таки определял владелец этой лодки. Итак, цвет это песочный с добавлением немножко ила. Вот так я бы озвучил, потому что песочный немножко поярче. Но посмотрите по его характеристикам, по цвету, что очень напоминает воду реки. Обычные реки, которые у нас бежит в Сибири, и, соответственно, лодка будет незаметная. То же самое, как, скажем так, бриллиант, опущенный в стакан с водой. Он тоже будет незаметен. И также эта лодка будет незаметна на реке. А значит, рыба будет ее не бояться. Итак, загрунтовали, покрасили, высушили. И теперь дальнейшее наше действие, это уже в следующем ролике, друзья. Это будет следующий ролик. Будем уже красить борта и палубу лодки. Ну а с вами был Иван, канал Юрганов Лайф, друзья. С роликом на канале Юрганов Лайф. С роликом о покраске днища лодки ОП-1. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Юрганов Лайф, пишите ваши отзывы, комментарии, как вам этот цвет, удачный или нет. Может, что-нибудь можно было изменить, но вы хотели это сказать раньше, не успели, потому что комментарии читаем. Молодцы, спасибо, что вы их пишете. Не всегда, честно, не всегда отвечаем, но такое бывает. На мой взгляд, все получилось хорошо, примерно так, как мы планировали. И если все получилось как так, значит осенью рыбалка, вернее весной, как только весна наступит, весной рыбалка удастся на все 100%. А я с вами прощаюсь, до новых встреч, Иван, канал Юрганов Лайф, и говорю вам пока. Пока.